Привет! Это краткий обзор последних 5 глав о приключениях мастера боевых искусств Хань Ли. Представьте себе ситуацию. По вашим пятам буквально гонится неудержимый враг, и вы используете каждую свободную секунду в идеальном тайном убежище, чтобы радикально прокачаться перед тем, как начнется настоящая буря в следующих главах. Итак, во-первых, та самая нависшая угроза временно отступила. Могущественный преследователь устроил просто кровавую резню, разыскивая нашего героя. Но ему пришлось уйти ни с чем. А все потому, что неожиданно вмешалась некая таинственная покровительница из могущественной гильдии странников. Во-вторых, Хань Ли совершил просто невероятный прорыв в алхимии. Надежно спрятавшись, он использует прирученного духа огня и уникальный серебряный котел, чтобы с безумной скоростью и в огромных количествах штамповать редчайшие пилюли, которые колоссально усиливают его физическую мощь. И, наконец, тотальный апгрейд арсенала. Готовясь к будущим стычкам, которые уже не за горами, он запустил сложнейший процесс перековки всех своих 72 летающих мечей. Он кропотливо вплавляет в них бесценный сверхпрочный магический материал, так называемый дендробиум золотой эссенции, чтобы сделать клинки абсолютно смертоносными. А теперь слушаем дальше. Глава 261. Изменения в парящих горах. Глаза Хань Ли были освещены золотым светом барьера. Он активировал свою технику духовного очищения и выпустил свое огромное духовное чувство. Оно прошло сквозь световой барьер, разделилось на 72 части и проникло прямо в золотую молнию, чтобы управлять 72 зелеными бамбуковыми мечами облачного роя. Под его контролем 72 летающих меча вздрогнули в унисон, после чего все светящиеся на них огни погасли, а дуги золотой молнии медленно слились обратно с мечами, прежде чем полностью исчезнуть. Затем Хань Ли сложил печать, и формация вокруг очага несколько раз вспыхнула, прежде чем все столбы золотого света погасли, оставив только летающие мечи, парящие в пламени. После этого он открыл рот и сделал сильный вдох, после чего все зарождающееся пламя, перемешанное с серебряным пламенем, тут же вернулось в его живот. С исчезновением зарождающегося пламени температура огня немного понизилась, а на полупрозрачных, похожих на нефрит зеленых бамбуковых мечах облачного роя начали появляться пятнышки лазурного света, медленно возвращая им их первоначальный изумрудный цвет. На краях мечей также мерцал слабый золотой свет, образуя серию золотых узоров, похожих на грозовые облака, которые были довольно ослепительны. Хань Ли взмахнул руками по воздуху, оставляя за собой мерцающие золотые следы, и все летающие мечи мгновенно вылетели из серебряного огня, словно живые существа, и опустились перед ним. Хань Ли провел ногтем по ладони, чтобы получить каплю золотой крови эссенции, которая образовала шар крови размером с яйцо. По его воле он разделился на 72 капли, каждая из которых упала на один из летающих мечей и тут же исчезла в нем при контакте. В то же время Хань Ли почувствовал, что его связь с летающими мечами стала сильнее, и вся непривычность, возникшая из-за изменения ауры его летающих мечей, исчезла. Еще одним взмахом руки 72 летающих меча снова вспыхнули лазурным светом и вернулись в огонь, чтобы продолжить процесс усовершенствования. Немного погодя, Хань Ли с закрытыми глазами подошел к огню и начал выгравировать на летающих мечах крошечную формацию, записанную в книге из шкуры зверя, с помощью своего духовного чувства. Прошел почти год, и лазурная формация снаружи парящей горы исчезла. Хань Ли вышел из своей пещеры со спокойным и собранным выражением лица, но внутри он ликовал. Усовершенствование всех 72 его зеленых бамбуковых мечей облачного роя было завершено, и их внешний вид и аура, которую они испускали, полностью изменились, в то время как вся сущность меча, которая в прошлом еще не была полностью усовершенствована, была полностью поглощена, что значительно повысило силу мечей. Больше всего его радовало то, что благодаря вливанию кровавой эссенции в летающие мечи после процесса усовершенствования его связь с ними стала сильнее, и в результате он смог почувствовать удивительную духовную природу, которая развилась внутри них. Ощущение было такое, будто эти мечи больше не были просто сокровищами, а стали продолжением его собственного тела. Находясь в этой секретной зоне, у него не было времени проверить их силу, но он был уверен, что они стали намного грознее, чем раньше. На площади перед пещерой Хучжэнь и другие ученики уже давно ждали. Хань Ли расспросил их о ситуации в секретной зоне, а затем наградил их несколькими духовными камнями. После этого он спросил их о том, что происходило в Дао Пылающего Дракона, но из-за того, что большинство из них все это время находились в этой секретной зоне, они не смогли дать много ответов. Был только один ученик, который недавно прибыл в секретную зону,
но у него не было никаких примечательных новостей, и это ясно говорило о том, что в секте не произошло ничего важного, что очень обрадовало Ханли. Время шло, и несколько лет спустя Ханли случайно узнал через гильдию странников, что Гэуцзє был изгнан из Даа Пылающего Дракона высокопоставленным членом гильдии странников, и он почувствовал, будто с его плеч свалился груз. Вскоре после этого все формации вокруг Парящей горы, на которой он находился, снова активировались. 200 лет пролетели, как одно мгновение. В секретной зоне Парящих гор 7 или 8 молодых людей в одеяниях учеников Даа Пылающего Дракона с тревогой ждали у Парящей горы, окутанной слоем лазурного света. Молодой человек с круглым лицом повернулся к смуглому молодому человеку по имени Ху Чжэнь и спросил, что нам делать, старший боевой брат Ху. Туман в каньоне ведет себя очень странно. Раньше он отступал максимум за месяц, но прошло уже больше 3 месяцев, а он все еще не подает никаких признаков отступления. На самом деле, за последние несколько дней он только поднялся выше. Перед тем, как уединиться, старейшина Ли сказал нам, что это очень важное для него уединение, поэтому мы не должны беспокоить его, если не возникнет экстренная ситуация. Если мы свяжемся с ним из-за такого пустяка и прервем его совершенствование, а это окажется ложной тревогой, то кто понесет последствия? Спросил Ху Чжэнь. Но старейшина Ли находится в уединении уже почти столетие, и никто не знает, когда он выйдет. Что, если то, что сейчас происходит в каньоне, повлияет на урожай лекарственных трав? Если это произойдет, у нас в любом случае будут большие проблемы, возразил молодой человек с круглым лицом с встревоженным выражением. Все остальные кивнули в знак согласия с его словами. Ху Чжэнь нахмурился и после долгих раздумий решил сразу же предупреждать старейшину Ли, определенно не лучший выход. Мы должны точно выяснить, что происходит в каньоне, прежде чем принимать решение. Пока что следите за туманом и будьте начеку на случай крупномасштабного вторжения белых призраков. Я придумаю способ выяснить, что там происходит, и если это проблема, которую мы не сможем решить самостоятельно, то нам придется побеспокоить старейшину Ли. Молодой человек с круглым лицом кивнул в ответ. Однако затем его выражение лица слегка изменилось, и он повернулся к Парящей горе, окутанной лазурным светом. Внезапно в небе закружились свирепые порывы ветра, и со всех сторон начали сходиться облака, быстро образуя огромное серое облако, которое охватило обширную область. В облаке непрерывно вспыхивали полосы пятицветного света, похожие на падающие звезды, и свет постепенно становился ярче и стабильнее. Старейшина Ли собирается совершить прорыв? Воскликнул молодой человек с круглым лицом. Похоже на то, ответил Ху Чжэнь. Как только его голос затих, серое облако в небе начало бешено вращаться, и с небес хлынул луч пятицветного света, образованный изначальной ци мира, который охватил всю гору. Все почувствовали, как воздух вокруг них сгущается, словно внезапно возникло какое-то невидимое ограничение, вызывающее у них чувство дискомфорта. Именно в этот момент из каньона внизу раздался громкий и настойчивый гудящий звук. Услышав этот звук, Ху Чжэнь слегка изменился в лице и поспешно крикнул: «Там внизу что-то происходит. Мы должны идти». Сразу же после этого он рванул вниз к каньону, и все остальные без колебаний последовали за ним. Группа учеников пронеслась мимо сотен парящих гор во время спуска, и к ним присоединялось все больше и больше учеников Даа Пылающего Дракона, постепенно образуя армию из более чем 1000 культиваторов. За исключением нескольких лидеров учеников, которые были на пике стадии пространственного закаливания, большинство остальных учеников находились на ранней стадии пространственного закаливания, и большинство из них уже несколько столетий находились в этой секретной зоне. Все знали, что этот гудящий звук означал, что туман уже поднялся до самой высокой точки, когда-либо зарегистрированной в истории, а это означало, что около дюжины дополнительных гор будут поглощены туманом, и драгоценные лекарственные травы, растущие на них, будут съедены белыми призраками. Пролетев вниз несколько сотен километров, ученики наконец увидели туман, который был плотным, как темное облако. Горы, которые раньше никогда не поглощались туманом, сейчас быстро погружались в него, и в тумане можно было увидеть бесчисленные темные фигуры, которые неслись вперед, издавая дикие ревы. «Как такое возможно?» — воскликнул молодой человек с круглым лицом с недоверчивым выражением. «Младший боевой брат, у тебя есть секретный талисман, который дал нам старейшина Ли. Иди и жди у его горы, и если мы не сможем сдержать белых призраков, используй талисман, чтобы немедленно связаться со старейшиной Ли», — сказал Ху Чжэнь взволнованным голосом, и молодой человек с круглым лицом тут же кивнул в ответ. «Старейшина Ли сейчас находится в процессе прорыва, поэтому ты ни в коем случае не должен использовать талисман, если только нас не одолеет враг», — предупредил Ху Чжэнь. «Да, старший боевой брат Ху», — ответил молодой человек с круглым лицом, серьезно кивнув, а затем тут же развернулся и полетел прямо вверх.
На лице Хучжэня появилось встревоженное выражение, он повернулся ко всем остальным и крикнул: «Установите формацию ограничения полета лазурного света». Все ученики тут же хором ответили утвердительно, а ученики пика стадии пространственного закаливания вокруг Хучжэня разделились во всех направлениях. Каждый из них вел несколько сотен учеников в разные части секретной зоны. Затем все ученики в порядке очереди вызвали большие лазурные флаги, бросили их вперед и сложили ряд печатей, читая заклинание. Весь процесс, казалось, был доведен до автоматизма. Когда зазвучало заклинание, все руны на лазурных флагах загорелись в унисон, выпуская вспышки лазурного света, которые соединились друг с другом, образуя огромный лазурный световой барьер над поднимающимся туманом. Внутри каньона плотный туман бурлил, как котел с кипящей водой, и начал подниматься со скоростью, в несколько раз превышающей прежнюю, достигнув лазурного светового барьера за считанные мгновения. Из глубины каньона раздался вой ветра, и бурлящий туман ударил в лазурный световой барьер, заставляя его рябить и сильно раскачиваться. Все ученики до пылающего дракона над световым барьером крепко держались обеими руками за древки своих флагов, в то время как из их тел исходил духовный свет, и они изо всех сил старались стабилизировать формацию. Некоторые из учеников с более низким уровнем совершенствования уже раскачивались из стороны в сторону, как маленькие лодки в бушующем море. Именно в этот момент из плотного тумана внизу начали стремительно вылетать бесчисленные человекоподобные фигуры, с глухим стуком врезаясь в лазурный световой барьер. Ученики до пылающего дракона посмотрели вниз и увидели бесчисленных отвратительных белых призраков, которые выскакивали из тумана и врезались в световой барьер, словно сошли с ума. Это было очень странное и необъяснимое поведение белых призраков, и казалось, что они совершенно не заботились о своей жизни. На самом деле, некоторые из них врезались в световой барьер с такой силой, что их головы раскалывались, и внутричерепная жидкость брызгала вниз, в туман. Увидев это, Хучжэнь еще больше встревожился. Глава 262. Выход из уединения. К этому моменту огромное серое облако в небе уже превратилось в пятицветное облако, и в его центре появилось огромное отверстие, сквозь которое луч ослепительного золотого света падал прямо на парящую гору внизу. Вся гора была залита ярким золотым сиянием, что придавало ей вид раскаленной золотой горы. В секретной комнате своей пещеры Хань Ли сидел с закрытыми глазами, скрестив ноги. От его тела исходило золотое сияние, придавая ему вид золотого божества. Тем временем на его груди и животе непрерывно вспыхивали 11 золотых точек, а неподалеку медленно формировался золотой вихрь размером с кулак. Именно в этот момент в небе раздался громкий грохочущий звук, похожий на раскат грома, и все пятицветное облако начало бешено вращаться. Спокойный на вид столб золотого света также задрожал, а затем начал быстро вращаться, быстро превращаясь в гигантский золотой торнадо, который стоял столбом между небом и землей. Раздался оглушительный взрыв, когда лазурный световой барьер вокруг горы был разрушен гигантским столбом золотого света, который затем проник прямо в пещеру на горе. Вся парящая гора содрогнулась, слегка опустившись, и во всех направлениях прокатилась волна мощных ударных волн. Молодой человек с круглым лицом только начал приближаться к горе снизу, когда его настигли ударные волны, и защитный духовный свет вокруг его тела мгновенно рассеялся, а его самого отбросило назад по воздуху. Он остановился, только врезавшись в соседнюю гору, и на его лице появился неестественный румянец, когда он выплюнул полный рот крови. Он вытер кровь с уголка губ и осторожно встал в воздухе, глядя вниз на каньон, а затем перевел взгляд обратно на гору наверху, крепко сжимая в руке серебряный талисман. Войдя в гору, столб золотого света распался на бесчисленные золотые точки, которые падали вниз, как дождь. В секретной комнате пещеры Хань Ли резко открыл глаза, и золотой вихрь на его теле начал быстро вращаться, высвобождая огромную силу притяжения. Раздался вой ветра, когда бесчисленные золотые точки подхватили окружающую изначальную ци мира и хлынули к вихрю на теле Хань Ли, как бурная река, и его 12-я акупунктурная точка бессмертного начала формироваться, глядя на реку золотого света, спускающуюся на гору. Молодой человек с круглым лицом был поражен до глубины души. Он и раньше был свидетелем прорывов других бессмертных, но никогда не видел ничего столь впечатляющего. Именно в тот момент, когда он с изумлением смотрел вверх, внезапно раздался оглушительный взрыв, за которым последовал хор встревоженных и мучительных криков, доносящихся из каньона внизу. Казалось, ситуация ухудшается, но когда молодой человек с круглым лицом посмотрел вниз, он обнаружил, что его обзор загораживает все горы на пути, поэтому он ничего не видел и не был уверен, смогут ли другие ученики продержаться. На его лице появилось противоречивое выражение, и он еще крепче сжал талисман. Ладонь его обильно потела, и в конце концов он стиснул зубы и влил в талисман струйку магической силы.
Из талисмана тут же вылетела полоса лазурного света и с пронзительным визгом устремилась к пещере Ханьли. После этого молодой человек с круглым лицом развернулся и бросился прямо к каньону внизу. К этому моменту ситуация уже переросла в полный хаос. Лазурный световой барьер, созданный учениками до Пылающего дракона, был уже разрушен, и только некоторые его части оставались целыми, но казалось, что они не смогут продержаться долго. Туман уже просачивался сквозь разрушенные части светового барьера, чтобы поглотить еще больше парящих гор. Молодой человек с круглым лицом прибыл как раз вовремя, чтобы увидеть, как Хучжэнь с мрачным выражением лица ведет учеников до Пылающего дракона вверх в отступление. Как только он увидел молодого человека с круглым лицом, он тут же подошел к нему и спросил: «Лотан, ты сообщил старейшине ли о ситуации?» «Да, но он все еще находится в процессе прорыва, и я не знаю, когда он выйдет из уединения», — ответил Лотан. Такого еще никогда не случалось, и старейшина Ли — единственный старейшина стадии истинного бессмертного, который сейчас находится в этой секретной зоне. Если он скоро не выйдет из уединения, голос Хучжэня оборвался на полуслове, но то, что он подразумевал, было совершенно очевидно. Внезапно снизу раздался громоподобный рев, и из каньона вырвались бесчисленные белые призраки, которые устремились к парящим горам наверху, независимо от того, были ли они окутаны туманом или нет. Все ученики до Пылающего дракона выпустили свои сокровища, чтобы перехватить белых призраков, и тут же завязалась ожесточенная битва, в ходе которой бесчисленные белые призраки были убиты на месте. Даже те белые призраки, которых не удалось перехватить, не смогли долго прожить вне тумана. Все они начали хвататься за горло, как будто не могли дышать, их кожа почернела, и они начали в муках падать вниз, в каньон. Тем не менее, эти белые призраки все равно выскакивали, не заботясь о своей жизни, как будто они действительно сошли с ума. «Что происходит?» — пробормотал Лотан себе под нос с ошеломленным выражением лица. «Мне кажется, они спасаются от чего-то», — сказал Хучжэнь, и в его глазах промелькнул страх. Именно в этот момент раздался еще один дикий рев, и на этот раз он прозвучал так, будто доносился откуда-то очень близко. Из плотного тумана внезапно выскочила гигантская черная тень, открыла свою огромную пасть и проглотила около дюжины белых призраков за один раз, прежде чем быстро отступить. Сразу же после этого из другой части тумана выскочили еще две черные тени, чтобы поглотить еще несколько десятков белых призраков. Что бы это ни было за существо, оно было скрыто в тумане и двигалось так быстро, что Лотан вообще не смог его как следует разглядеть. «Что это за тварь?» — воскликнул он испуганным голосом, на что Хучжэнь молча покачал головой в ответ. «Что нам делать? Если мы продолжим отступать, то весь годовой урожай лекарственных трав будет уничтожен, и секта обязательно нас строго накажет», — сказал Лотан с мрачным выражением лица. Хучжэнь нахмурился и посмотрел вверх. Он не мог не испытывать некоторого недовольства по отношению к Ханьле. «Мы не можем продолжать отступать. Игнорируйте этих белых призраков и сосредоточьтесь на том, чтобы разобраться с этим существом в тумане. Все ученики, слушайте мой приказ. Соберитесь немедленно и приготовьтесь к встрече с врагом», — крикнул Хучжэнь. К этому моменту многие ученики до Пылающего дракона уже начали паниковать, но все же прислушались к призыву Хучжэня и начали собираться вокруг него. «Сформируйте всеобъемлющую формацию мечей», — крикнул Хучжэнь. Все тут же без колебаний приступили к действиям, поднявшись в воздух на своих летающих мечах, а те, у кого не было летающих мечей, подняли руки, чтобы влить свою магическую силу в формацию мечей. Всеобъемлющая формация мечей была одним из видов базовых формаций мечей, для которой не требовалось никакой сложной настройки. Вместо этого она была способна высвобождать огромную силу, если было собрано достаточное количество летающих мечей. Тысячи летающих мечей поднялись в воздух между парящими горами, и быстро сформировалась огромная формация мечей. Увидев это, глаза Хучжэня тут же загорелись, он явно не ожидал, что формация мечей будет такой грозной, и начал верить, что, возможно, им действительно удастся убить зверя в тумане. «Атака!» — крикнул Хучжэнь, и все тут же прислушались к его призыву, когда тысячи летающих мечей собрались вместе, прежде чем обрушиться вниз на плотный туман, как водопад из мечей. Бесчисленные белые призраки, выбегавшие из тумана, были мгновенно убиты мечами, и внезапно раздался сотрясающий землю рев, после чего туман в каньоне начал подниматься в 10 раз быстрее, чем раньше, мгновенно поглотив все приближающиеся летающие мечи. Из тумана доносилась череда громких лязгов, когда сотни летающих мечей были поражены огромной силой, закружились и вылетели обратно из тумана. Некоторые из них даже были полностью разрушены, в результате чего их владельцы выплюнули полный рот крови от ответного удара. Из тумана появились 9 огромных черных змеиных голов. У каждой головы была пара золотых глаз, которые с холодным презрением смотрели на всех учеников.
Головы слегка покачивались из стороны в сторону, а раздвоенные языки то и дело высовывались, издавая шипящие звуки. Худь-Женю хватило одного взгляда на змеиного зверя, чтобы почувствовать, будто все его тело погрузилось в ледяную яму, и он не мог набраться смелости, чтобы противостоять такому грозному существу. Гигантская змея явно была ниже их, но он чувствовал, будто она каким-то образом смотрит на них сверху вниз, и его сердце было полностью наполнено отчаянием. Он был не единственным, кто чувствовал себя так. Все остальные ученики также были в таком отчаянии и ужасе, что даже забыли бежать. Спустя несколько мгновений 9 гигантских змеиных голов одновременно отпрянули назад, готовясь наброситься на учеников до пылающего дракона наверху. «Убирайся, мерзкая тварь!» Именно в этот момент наверху раздался чрезвычайно властный голос. Прежде чем все успели поднять глаза, они увидели, как перед их глазами промелькнула полоса лазурного света, после чего среди них появилась человекоподобная фигура. Это была высокая и внушительная фигура в лазурном одеянии, окруженная слоем лазурного света, что придавало ей вид настоящего божества. «Старейшина ли?» — воскликнул Худь-Жень, и его крики тут же подхватили все остальные. Они были подобны утопающим, которых внезапно спасли на грани гибели, и ликование и облегчение, охватившие их тело, были настолько огромны, что им хотелось плакать. Тем временем 9 змеиных голов уже открыли свои огромные пасти, выскакивая снизу. Хань Ли взмахнул рукавом, выпуская легкий ветерок, который отнес всех окружающих учеников на безопасное расстояние. После этого он вытянул ладонь вниз, высвобождая вспышку лазурного света, внутри которой непрерывно кружились 9 зеленых летающих мечей. 9 зеленых мечей испускали бесчисленные полосы лазурного света меча, которые образовали лазурный световой барьер, охвативший практически весь каньон. Эти зеленые летающие мечи были ничем иным, как зелеными бамбуковыми мечами облачного роя, и в их нынешней форме они могли действовать независимо как 72 меча, или объединяться, образуя 9 мечей, или всего один меч. Глава 263. Испытание священной оси мантры. Раздался оглушительный взрыв, когда 9 змеиных голов одновременно ударили в лазурный световой барьер и были отброшены назад, в то время как сам барьер остался совершенно неподвижным. Хань Ли сложил печать, и все полосы лазурного света меча мгновенно повернули свои кончики вниз в едином порядке, и в воздухе начала распространяться зловещая аура убийственного намерения. Глядя на огромную формацию мечей, которую создал Хань Ли, Худь-Жень и другие ученики почувствовали, будто их всеобъемлющая формация мечей была всего лишь сборищем бандитов по сравнению с грозной регулярной армией. По приказу Хань Ли все полосы света меча устремились с небес вниз, оставляя за собой светящиеся лазурные хвосты, создавая впечатление, будто сверху вниз падает впечатляющий поток падающих звезд. 9 змеиных голов, чувствуя опасность, уже отступили обратно в плотный туман. Однако полосы света меча продолжали преследовать их, также влетая в туман. Раздалась череда сотрясающих землю взрывов, когда несколько парящих гор были разрушены штормом из света мечей, и, естественно, бесчисленные белые призраки также пали под этим грозным обстрелом. Спустя несколько мгновений из глубины тумана раздалась череда из 7 или 8 мучительных рёвов, и на лице Хань Ли появилась холодная улыбка, когда он сам начал спускаться к туману. Он только что спустился в туман, когда его брови слегка нахмурились. Оказалось, что этот туман способен блокировать духовное чувство. Вверху все ученики чувствовали себя очень уверенно, видя, как Хань Ли изящно спускается в туман, и Ло Тан не мог не похвалить, старейшина ли действительно грозный бессмертный меча. По какой-то причине Худь-Женю вдруг вспомнился слух, который ходил в секте много лет. Очевидно, в Да пылающего дракона всегда скрывался могущественный бессмертный меча, который называл себя культиватором меча номер 1 в Небесном Юге. Однако эта мысль промелькнула в его голове лишь на мгновение. В конце концов, это был совершенно необоснованный слух, и большинство людей в секте считали его байкой, поскольку никто из бессмертных в секте даже не представлял, где находится этот Небесный Юг. Внутри плотного тумана глаза Хань Ли сверкали синим светом, пока он мчался вниз, быстро спускаясь на несколько сотен километров. Вокруг него в воздухе парили бесчисленные огромные куски камней. Все это были горы, разрушенные штормом из света мечей, который он только что обрушил. Каньон был гораздо глубже, чем он ожидал, и даже спустившись еще на несколько сотен километров, он все еще не видел дна. Окружающая местность была очень тусклой, а туман невероятно плотным, что сильно ограничивало его духовное чувство, так что он мог обнаруживать предметы только в радиусе около 3 километров. Если бы не его глаза духовного прозрения, он бы вообще ничего не видел. Глядя на все эти огромные размытые тени вокруг себя, он понял, что в тумане также парят огромные горы. На самом деле казалось, что в туманном каньоне гор было даже больше, чем над ним.
Несмотря на то, что близлежащие горы были полностью окутаны туманом, он все еще мог видеть бесчисленные тени, снующие по ним, но он не был уверен, были ли эти темные фигуры оставшимися белыми призраками. Он продолжал погружаться вниз, все ближе и ближе к своим летающим мечам, и, наконец, миновав еще одну огромную гору, он заметил проблеск лазурного света глубоко в тумане. 9 зеленых летающих мечей были окутаны огромной проекцией зеленого меча, которая была воткнута в массивную черную гору. Прежде чем Ханли успел приблизиться, внезапно раздался тихий рев, и Ханли присмотрелся и обнаружил, что от всех зеленых летающих мечей отражается пульсирующий черный свет. Благодаря лазурному свету, исходящему от мечей, он смог увидеть, что вокруг всей горы обвелось огромное змеиное тело, а 9 гигантских змеиных голов были прижаты к земле в покорной манере, и из каждой из них торчал летающий меч. Только тогда Ханли обнаружил, что охотился на 9-головую змею, а не на 9 отдельных змей. В этот момент все головы гигантской змеи уже были пронзены мечами, и свет во всех ее глазах уже погас, за исключением одной пары глаз, которые все еще испускали слабое золотое сияние, но казалось, что и оно скоро погаснет. Ханли сделал рукой приглашающий жест, и 9 летающих мечей, воткнутых в змеиные головы, тут же вернулись обратно, а затем объединились в один зеленый длинный меч в воздухе, прежде чем вернуться к его боку. Он схватился за рукоять меча и спустился перед змеиной головой, которая все еще подавала признаки жизни, и заглянул ей в глаза. Внезапно Ханли слегка нахмурился и, используя змеиную голову как стартовую площадку, отпрыгнул назад. В следующее мгновение змеиная голова взорвалась, и изнутри выскочила черная тень, которая с невероятной скоростью приблизилась к Ханли. Ханли сосредоточил свой взгляд на приближающемся нападавшем и увидел, что это молодой человек, одетый в черные чешуйчатые доспехи. У молодого человека было бледное лицо и пара очень тонких и длинных глаз, которые почти доходили до волос на висках. У него были ярко выраженные скулы и всего 4 острых клыка во рту, между которыми виднелся ярко-красный раздвоенный язык. Кроме того, на каждом его плече было по 4 мясистых нароста размером с кулак, что придавало ему вид отвратительного демонического зверя, который еще не полностью принял человеческий облик. Существо с невероятной скоростью несется сквозь туман, держа в руке белый костяной шип, который он направляет прямо в грудь Ханли. Ханли взмахнул своим длинным мечом в сторону белого костяного шипа, и как раз в тот момент, когда два оружия должны были столкнуться, человек-змея внезапно отпрыгнул в сторону, после чего его шея удлинилась более чем в 10 раз по сравнению с первоначальной длиной, и он открыл рот с намерением вонзить свои клыки в шею Ханли. Раздался четкий лязг, когда белый костяной шип был разрублен мечом Ханли, но в то же время клыки демона-змей также достигли горла Ханли. Как раз в тот момент, когда существо собиралось вонзить свои клыки в шею Ханли, за его спиной во вспышке золотого света внезапно появилась священная ось мантры. На оси светились 24 полупрозрачные руны до времени, и она испускала вспышку чрезвычайно ярко выраженных колебаний закона, которые мгновенно охватили всю окружающую область в радиусе 30 метров. Внезапно все вокруг как будто замерло, и даже плотный туман словно застыл. В глазах демона-змей появился ужас. Он не чувствовал, что его как-то сковывают, но почему-то его движения стали чрезвычайно медленными, и его клыки с мучительной медлительностью приближались к шее Ханли. Он мог только беспомощно наблюдать, как Ханли небрежно отступает, чтобы избежать атаки. «Неплохо», — заметил Ханли себе под нос с довольной улыбкой, а затем обхватил рукой шею демона-змей, поднимая другую руку, чтобы нанести смертельный удар. Он специально позволил демону-змею приблизиться к нему, так как хотел испытать силу своей священной оси мантры. В противном случае, если бы он с самого начала выложился на полную, демон-змея был бы уже давно мертв. Раздался звук, похожий на то, как разбивают арбуз, и он также значительно удлинился. Ханли вытащил из разбитой головы демона-змей черную зарождающуюся душу, которая еще не была полностью сформирована, а затем раздавил ее в своих руках. После этого священная ось мантры за его спиной во вспышке золотого света медленно слилась обратно с его телом. Только тогда все вокруг вернулось в норму. Плотный туман начал течь с прежней скоростью, а тело демона-змеи начало падать, но ему помешала рука Ханли, которая все еще сжимала его шею. Похоже, что 24 руны до времени не повлияли на эффективный радиус действия оси, но ее замедляющий эффект стал гораздо сильнее. Я бы сказал, что в настоящее время она способна замедлять вещи до менее чем 1/10 от их первоначальной скорости, пробормотал Ханли себе под нос. Ему стоило больших усилий открыть 12-ю акупунктурную точку, и на открытие этой одной точки ушло столько же времени, сколько на открытие 11 предыдущих вместе взятых, и это только после того, как он принял огромное количество драгоценных пилюль, чтобы усилить свое совершенствование. В противном случае, чтобы достичь того же результата, определенно потребовалось бы как минимум в 100 раз больше времени.
Теперь, когда он достиг средней стадии истинного бессмертного и овладел первым уровнем писания оси мантры, он, наконец, мог начать пытаться овладеть законами времени. Пока эти мысли проносились в его голове, Хань Ли сделал приглашающий жест, чтобы притянуть к себе тело демона-змей, а затем вытащил из его груди слегка зловонную темно-золотую бусину, прежде чем убрать ее. После этого он небрежно бросил тело демона-змей в каньон, и вскоре раздался звук драки. По-видимому, в глубине каньона скрывалось еще больше живых существ, и они дрались за тело демона-змей. Хань Ли некоторое время вглядывался в глубины каньона, прежде чем отвел взгляд и направился к горе, на которой все еще обвивалась девятиголовая змея. Труп девятиголовой змеи уже высох и сморщился, превратившись в огромную девятиголовую шкуру. По оценкам Хань Ли, демон-змея уже был близок к ранней стадии истинного бессмертного, но по какой-то причине он только недавно начал сбрасывать кожу и принимать человеческий облик. Чтобы сделать это, ему пришлось поглотить огромное количество белых призраков для пропитания, и он даже вышел из каньона, чтобы охотиться на учеников до пылающего дракона. Получив ранение от зеленых бамбуковых мечей облачного роя Хань Ли, он был вынужден насильно принять человеческий облик, после чего был убит. Взмахом рукава Хань Ли шкура была втянута в его браслет для хранения. Шкура была чрезвычайно прочной и обладала некоторыми целебными свойствами, поэтому она могла быть очень полезна для изготовления пилюль или в качестве материала для доспехов. Когда шкура была убрана, показалась парящая гора внизу, и на ее поверхности появились пятна синего света. Хань Ли подлетел поближе и обнаружил, что на горе растет несколько десятков кристально-голубых растений. По внешнему виду они были очень похожи на орхидеи, за исключением того, что их листья и лепестки были сверкающими и полупрозрачными. Однако они не испускали никаких ярко выраженных колебаний духовной силы, и казалось, что это были всего лишь обычные растения. Именно в этот момент листья этих светящихся голубым светом растений начали вибрировать в унисон, издавая очень слабый гудящий звук, который быстро становился все громче и громче. Увидев это, Хань Ли слегка нахмурился и вдруг вспомнил, что каждый раз, когда туман поднимался из каньона, это всегда сопровождалось этим странным звуком. Подумав немного, он собрал все голубые духовные растения с горы и, убедившись, что поблизости в каньоне нет других духовных растений того же вида, развернулся и полетел обратно вверх сквозь туман. Однако как раз в тот момент, когда он собирался вылететь из тумана, он внезапно остановился, а затем полетел к разрушенным парящим горам. Эти горы изначально находились за пределами тумана, и на них росло много лекарственных трав, и теперь, когда они были поглощены туманом, лекарственные травы на них пропали бы даром, если бы он их не собрал. Глава 264. Решимость. Час спустя Хань Ли вернулся на гору, где находилась его пещера. В этот момент он стоял, сложив руки за спиной, на каменных ступенях перед своей пещерой. Площадь перед ним была заполнена учениками до пылающего дракона, и по его прибытии все они повернулись к нему с разными выражениями на лицах, ликованием, беспокойством и восхищением. Несмотря на то, что время от времени в секретную зону для наблюдения за порядком присылали новых старейшин стадии истинного бессмертного, здесь крайне редко что-либо происходило, поэтому старейшины стадии истинного бессмертного большую часть времени проводили в уединении. Поэтому для учеников это была крайне редкая возможность своими глазами увидеть истинного бессмертного в действии, и это внушало им большую мотивацию в отношении их собственного совершенствования. Все вы прекрасно справились с этой неожиданной бедой, значительно уменьшив потери, несмотря на тяжелые обстоятельства. «Я обязательно доложу об этом секте и попрошу наградить вас всех», — заявил Хань Ли. «Спасибо, старейшина Ли». Все думали, что он будет недоволен тем, что его уединение нарушено, поэтому они были в восторге от его слов. Туман в каньоне уже отступил, и еще нужно провести кое-какие работы по очистке. Подсчитайте весь ущерб и доложите мне, чтобы я мог доложить секте. «Можете идти», — распорядился Хань Ли. «Да, старейшина Ли». Хором ответили все и ушли. Хань Ли велел Худь-Женю и остальным остаться, и, наградив их несколькими пилюлями, вернулся в свою пещеру. В своей секретной комнате Хань Ли во вспышке золотого света вызвал свою священную ось мантры, и 24 руны до времени на оси испускали вспышки колебаний закона. Для обычного культиватора, даже если он совершенствовал писание оси мантры до 3-го уровня, не было никакой гарантии, что он сможет проявить даже 18 рун до времени, но Хань Ли удалось проявить 24 руны до времени всего лишь на средней стадии истинного бессмертного, и он был чрезвычайно доволен силой, которую она продемонстрировала в каньоне. С этой священной осью мантры и набором новых зеленых бамбуковых мечей облачного роя он был уверен, что сможет в одиночку справиться даже с аватаром Гаоцзы. Конечно, если бы сам Гаоцзы погнался за ним, то ему все равно пришлось бы бежать, спасая свою жизнь.
Согласно писанию оси мантры, теперь, когда он овладел первым уровнем искусства совершенствования, он мог начать пытаться овладеть законами времени. Силы закона времени, которыми была наделена священная ось мантры, к этому моменту были довольно обильными, но они были очень разбросанными, и Хань Ли не мог проявить ни одной нити закона, поэтому он все еще сильно уступал тем, кто действительно овладел силой законов. В противном случае, как один из 3 высших законов, законы времени должны были быть способны не только замедлять атаки противника. Подумав об этом, он начал вспоминать, как аватар Гао Цзэ использовал свою силу законов дерева различными способами, и в его сердце возникло чувство зависти и предвкушения. Если бы он однажды смог овладеть законами времени, то его сила определенно превзошла бы законы дерева Гао Цзэ. Подумав об этом, Хань Ли глубоко вздохнул, а затем перевернул руку, чтобы достать камень бессмертного происхождения. Священная ось мантры за его спиной по его воле начала медленно вращаться, и руны до времени на ее поверхности вспыхнули, выпуская золотые волны, которые распространились по окружающей области в радиусе 30 метров. После этого он закрыл глаза, чтобы внимательно ощутить изменения в силе закона вокруг себя. В писании оси мантры не было изложено никакого конкретного метода наблюдения за законами времени, поэтому ему придется самому во всем разобраться. 3-4 месяца пролетели в мгновение ока, и Хань Ли все это время оставался сидеть, скрестив ноги, неподвижно, как статуя. Внезапно вокруг него вспыхнул золотой свет, и он открыл глаза, слегка нахмурившись. Даже по прошествии нескольких месяцев он ни на шаг не приблизился к овладению законами времени, и ему казалось, что он вообще не продвинулся. Однако это не было неожиданным результатом. И если бы силами закона было так легко овладеть, то истинные бессмертные, овладевшие силой законов, не были бы такой редкостью. Кроме того, он пытался овладеть одним из 3 высших законов, поэтому сложность только возрастала. Чтобы овладеть силой законов, он провел обширную подготовку. Внезапно во вспышке серого света на его руке появился глаз одноглазого гиганта. Это было одно из того, что он подготовил. Он взял глаз в обе руки, а затем, используя силы закона времени вокруг себя, начал медленно вливать их в глаз. Глаз начал испускать слабое белое свечение, а также вспышку своеобразных колебаний закона времени. Хань Ли тут же закрыл глаза, чтобы ощутить законы времени внутри глаза, сравнивая их со своими собственными силами закона времени в надежде совершить какой-нибудь прорыв. Еще несколько месяцев пролетели в мгновение ока, и Хань Ли медленно открыл глаза с мрачным выражением лица, снова не добившись никакого прогресса. Подумав немного, он убрал глаз и вызвал свой флакон контролирующего небеса, внутри которого перекатывалась капля зеленой жидкости. Хань Ли молча наблюдал за флаконом, затем схватил его и влил в него свою бессмертную духовную силу. Вся изначальная ци мира рядом с его пещерой тут же пришла в неистовство, образовав огромный вихрь духовной силы. Все ученики до пылающего дракона на мгновение были испуганы этим явлением, а затем перестали обращать на него внимание. За последние 200 лет подобные явления возникали бесчисленное количество раз, поэтому они уже привыкли к этому. Несколько дней спустя. Внутри своей пещеры Хань Ли с немного бледным лицом держал в руке кристалл. Достигнув средней стадии истинного бессмертного, его запасы бессмертной духовной силы значительно увеличились, поэтому проявление этих кристаллов больше не высасывало из него все соки, как раньше. Приняв восстанавливающую пилюлю, он быстро пришел в себя. Затем он схватил кристалл и влил в него свое духовное чувство, и полупрозрачная золотая нить внутри кристалла тут же зажглась, как и священная ось мантры за его спиной. Казалось, что руны до времени на священной оси мантры резонируют с кристаллом, и Хань Ли, обрадованный этим, поспешно снова закрыл глаза. Месяц пролетел в мгновение ока, и полупрозрачная золотая нить в кристалле исчезла, а сам кристалл разбился. Хань Ли открыл глаза, и на его лице появилось легкое волнение. Он все еще не овладел законами времени, но, в отличие от предыдущих нескольких попыток, он добился некоторого прогресса, наконец-то немного приблизившись к своей цели. Это было похоже на то, как будто в бескрайней пустоте тьмы появился проблеск надежды. Он перевернул руку, чтобы достать свой флакон контролирующего небеса, и на его лице появилась улыбка, когда он обнаружил, что внутри него уже появилась еще одна капля зеленой жидкости. Флакон контролирующего небеса был одним из главных факторов, благодаря которому ему удалось так гладко совершенствовать писание оси мантры, и казалось, что ему придется продолжать полагаться на флакон, если он хочет овладеть законами времени. Однако, в его глазах появилось задумчивое выражение. Как бы он ни пытался наблюдать за законами времени внутри кристалла, он мог ощущать только заключенные в нем силы закона, но не мог получить никакого более глубокого понимания. Если он хотел получить это более глубокое понимание, ему нужно было сделать еще один шаг вперед. Подумав об этом, на его лице появилось решительное выражение.
Он перевернул руку, чтобы достать нефритовый сосуд размером с умывальник, затем наполнил его духовной жидкостью и, наконец, капнул в сосуд каплю зеленой жидкости из флакона контролирующего небеса. В результате бесцветная духовная жидкость внутри мгновенно приобрела светло-зеленый цвет. После этого Хань Ли перевернул руку, чтобы достать еще одну чашу, а затем сделал приглашающий жест, и из сосуда поднялся шар зеленой духовной жидкости, прежде чем упасть в чашу, почти полностью заполнив ее. Его план состоял в том, чтобы выпить эту зеленую жидкость, чтобы он мог непосредственно ощутить силы закона времени, которыми она была наделена. Хань Ли отставил нефритовую чашу в сторону, а затем взмахнул рукавом, выпуская свои 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя, и, несмотря на то, что он не влил в них никакой бессмертной духовной силы, они уже испускали грозную ци меча, которая заставляла окружающее пространство непрерывно гудеть. Он выпустил серию печатей заклинаний, и 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя слились воедино в один маленький зеленый меч. Затем Хань Ли перевернул руку, чтобы достать серебряный талисман, который он прикрепил к мечу. Ци меча, исходящая от маленького зеленого меча, мгновенно исчезла, из-за чего он стал похож на обычный меч. Он положил флакон контролирующего небеса рядом с маленьким зеленым мечом, а затем во вспышке серебряного света выпустил сущность огненного ворона. Сущность огненного ворона тут же превратился в крошечную огненную фигурку, которая танцевала вокруг Хань Ли, радостно крича. На лице Хань Ли появилась слабая улыбка, он некоторое время играл с огненно-серебряной фигуркой, а затем поднял ее на ладони. «Ты помнишь эту женщину?» Во вспышке лазурного света над его другой рукой появилось изображение Наньгун Вань. Огненно-серебряная фигурка взглянула на изображение Наньгун Вань и кивнула в ответ. Еще в царстве духов сущность огненного ворона не обладал таким интеллектом, как сейчас, но у него развилось достаточное чувство, чтобы вспомнить Наньгун Вань. «Я пока оставляю эти две вещи тебе. Если со мной что-то случится, возьми эти две вещи и отправляйся на поиски этой женщины. Обязательно найди ее и отдай ей эти две вещи, сколько бы времени это ни заняло», — распорядился Хань Ли. Сущность огненного ворона некоторое время смотрел на Хань Ли, не понимая, зачем он это делает, но все же сделал то, что ему было велено, кивнув в ответ. Хань Ли похлопал крошечную серебряную фигурку по голове, а затем отложил ее в сторону, и на его лице появилось серьезное выражение. Он все еще отчетливо помнил пару диких кроликов, тела которых взорвались, когда он впервые нашел флакон контролирующего небеса. После этого в море разбросанных звезд он использовал духовную жидкость, производимую флаконом, чтобы поймать в ловушку зверя-ветролома стадии зарождающейся души, Фэн Си, чуть не убив его в процессе. Конечно, его нынешний уровень совершенствования на порядке превосходил уровень Фэн Си, и он обрел тело небесного бессмертного, но он чувствовал, что особая энергия, содержащаяся в духовной жидкости, производимой флаконом, также стала в бесчисленное количество раз мощнее, чем тогда. Даже в его нынешнем состоянии прямое употребление этой духовной жидкости было чрезвычайно рискованным шагом, и не исключено, что он может умереть от этого. Однако он был готов пойти на такой риск, и если он не сможет противостоять силе духовной жидкости, то сделает все возможное, чтобы вывести ее из своего тела. Он даже подготовился к тому, чтобы изгнать свою зарождающуюся душу из собственного тела, если это потребуется. К этому моменту он понял, что если он хочет овладеть законами времени, то должен пойти на определенный риск ради любого шанса на успех. Глава 265. Испытание пределов. Хань Ли спокойно посмотрел на светло-зеленую духовную жидкость в нефритовой чаше, затем глубоко вздохнул, и все напряжение в его теле мгновенно улетучилось. Затем он взглянул на огненно-серебряную фигурку, которая смотрела на него с легким беспокойством на лице, и, наконец, решившись, поднял чашу с духовной жидкостью и залпом выпил половину ее содержимого. Попадая в рот, духовная жидкость была довольно прохладной и немного горьковатой. После проглатывания она превратилась во вспышку жара, которая проникла в его дантянь, и эта вспышка жара быстро усилилась, как будто ее подожгли, и хлынула по его меридианам, как палящий огонь. В это мгновение Хань Ли почувствовал, как все меридианы во всем его теле расширяются, когда по его телу проходят вспышки неописуемой силы. Даже с его невероятно сильным физическим телом он испытывал мучительную боль и чувствовал, что вот-вот взорвется. Однако затем в его разуме возникло прохладное и освежающее ощущение, возвращая ему ясность и спокойствие. Хань Ли поспешно взял себя в руки, а затем создал защитный слой лазурного света над своим телом. В то же время из всех частей его тела вырвались вспышки невидимой силы, раздалась череда тресков и щелчков, и он резко стал заметно выше. Кроме того, его конечности и туловище также стали толще, чем раньше. Вскоре после этого его брови начали слегка хмуриться.
Некоторые из более мелких меридианов в его теле уже были разорваны, но благодаря огромному притоку жизненной силы начался быстрый процесс заживления. Этот процесс разрывов и заживления происходил в бесчисленных крошечных частях по всему его телу, повторяясь тысячи раз с каждым мгновением. Даже с невероятно сильным физическим телом Хань Ли и выдающейся силой духа неописуемая агония начала сказываться. Усугубляло его положение то, что его разум был более бодрствующим, чем когда-либо, поэтому агония еще больше усиливалась. Однако в то же время он также начал отчетливо ощущать таинственную силу, заключенную во вспышках жара, которые текли по всему его телу. Эта таинственная сила заставляла его физическое тело претерпевать какие-то неописуемые изменения, и врожденное сопротивление его тела в настоящее время яростно противостояло этой таинственной силе. Этот процесс продолжался 2 часа, не проявляя никаких признаков ослабления, но Хань Ли чувствовал себя довольно спокойно, так как уже привык к этому ощущению. Духовная жидкость наносила серьезный урон его телу, но, похоже, его жизни ничего не угрожало. На самом деле, он чувствовал, что может выпить еще. Подумав об этом, Хань Ли тут же взял нефритовый сосуд и залпом выпил оставшуюся половину чаши духовной жидкости. Еще более мощная вспышка палящего жара хлынула в его тело и распространилась по его меридианам, и он не смог сдержать приглушенного стона, непроизвольно вздрогнув, а лазурный свет вокруг него также слегка замерцал. Только по прошествии почти 2 часов боль на лице Хань Ли немного утихла, а лазурный свет вокруг него вернулся в стабильное состояние. Как он и ожидал, благодаря своему могучему физическому телу и силе воли он смог выдержать этот дополнительный приток духовной жидкости. Агония, которую он испытывал, была в несколько раз сильнее, чем раньше, но это было именно то, чего он хотел. Только подталкивая свое тело к пределу, он мог лучше наблюдать за законами времени. Подумав об этом, он перестал обращать внимание на свое внутреннее состояние и сосредоточился исключительно на той вспышке таинственной силы, которая текла по всему его телу. В этот момент он отчетливо слышал биение своего собственного сердца, и каждая из его сердечных зверей каким-то образом резонировала с той вспышкой таинственной силы, которая текла по его меридианам. Это было ощущение, которое было для него одновременно чуждым и знакомым. Это были колебания силы времени, пульсация источника жизни, он чувствовал, что что-то находится в пределах его досягаемости, но он не мог ухватиться за это, как ни старался. Он чувствовал, что постепенно приближается к пониманию законов времени, но это было нечто неосязаемое. В один момент ему казалось, что он крепко держит это в своих руках, но в следующий миг это исчезало без следа. Внезапно ему в голову пришла мысль, и он вызвал камень бессмертного происхождения, который держал в руке. В то же время за его спиной во вспышке золотого света появилась его священная ось мантры, и руны до времени на оси выпустили вспышки мощных колебаний, которые окутали все его тело. После этого он активировал свою технику духовного очищения и постарался максимально сосредоточиться и погрузиться в этот процесс. Благодаря действию священной оси мантры вспышка таинственной силы, текущей по его меридианам, как будто немного замедлилась, но все еще оставалась такой же неосязаемой и неуловимой, как и раньше. Время медленно шло, и жар, образованный духовной жидкостью, постоянно расходовался. Еще через несколько часов жар, наконец, полностью исчез вместе с мучительной болью, которая его сопровождала. Хань Ли открыл глаза, и на его лице отразилось сочетание волнения и растерянности, когда он вернул свою священную ось мантры обратно в тело. Несмотря на то, что ему не удалось постичь законы времени, он отчетливо ощутил колебания силы времени. Внезапно все его тело содрогнулось, и из уголка его губ потекла кровь. Несмотря на то, что он насильно противостоял воздействию проглоченной духовной жидкости, все его тело в настоящее время было покрыто ранами, а его меридианы и кости были усеяны бесчисленными крошечными ранами. Даже обычный истинный бессмертный на месте Хань Ли уже взорвался бы. К счастью, регенеративная способность тела небесного бессмертного Хань Ли в сочетании с его истинной экстремальной мембраной позволили ему пережить этот процесс. Судя по такому результату, казалось, что он может принять еще немного духовной жидкости. Он чувствовал, что только что был на грани постижения секретов силы времени. Возможно, у него будет шанс преуспеть в этом начинании, только постоянно расширяя свои пределы. Глубоко вдохнув, он принял восстанавливающую пилюлю, затем закрыл глаза и начал медитировать. Несколько дней спустя Хань Ли медленно открыл глаза и выдохнул. К этому моменту он уже полностью оправился от всех своих ран. Он перевел взгляд на нефритовый сосуд рядом с собой, затем без колебаний взмахнул рукавом, и из сосуда вырвался еще один поток духовной жидкости, который полетел прямо ему в рот. Хань Ли издал приглушенный стон, а его лицо то зеленело, то белело. На этот раз он принял еще больше духовной жидкости, чем в прошлый раз, но с опытом предыдущего эксперимента он уже не чувствовал себя так неуютно, как раньше.
Он медленно закрыл глаза, не обращая внимания на внутреннее состояние своего тела, и сосредоточил свое внимание на наблюдении за силой законов, содержащейся в духовной жидкости. Внутри его тела непрерывно раздавались трески и щелчки, и на этот раз даже кожа на некоторых частях его рук и плеч лопнула, но кровь из ран не текла. Хань Ли продолжал оставаться совершенно неподвижным, и в мгновение ак пролетел час. Внезапно он распахнул глаза и выплюнул полный рот крови. Его лицо было довольно бледным, но глаза светились волнением. Он снова почувствовал, что немного приблизился к пониманию законов времени, но все еще не до конца. Он быстро принял еще одну пилюлю, и его тело окутал слой зеленого света. Несколько дней спустя он полностью оправился от своих ран, и на этот раз он залпом выпил всю оставшуюся духовную жидкость в нефритовом сосуде. Затем он вызвал пару камней бессмертного происхождения, держа по одному в каждой руке, а также вызвал свою священную ось мантры и закрыл глаза. Когда он снова открыл глаза, волнение на его лице сменилось легким замешательством. Почему каждый раз мне кажется, что я немного приблизился к пониманию силы времени, но всегда немного не дотягиваю? В любом случае, это тот путь, который, похоже, имеет наибольшую вероятность привести к успеху, поэтому, возможно, мне просто нужно немного дольше придерживаться его. Подумав об этом, он перевернул руку, чтобы достать еще одну пилюлю, которую проглотил, прежде чем закрыть глаза. Почти месяц спустя во флаконе контролирующего небеса появилась еще одна капля зеленой жидкости. Хань Ли взял флакон и, немного подумав, решил выпить каплю духовной жидкости, не разбавляя ее. Через несколько секунд внутри тела Хань Ли раздалась череда тресков и щелчков, и на его коже быстро появились мелкие порезы. На этот раз даже его истинная экстремальная мембрана не смогла предотвратить вытекание крови из порезов, и всего через мгновение все его тело было полностью покрыто кровью. Все тело Хань Ли дрожало, и казалось, что малейшая потеря концентрации приведет к тому, что его тело полностью взорвется. На этот раз прошло почти 4 часа, прежде чем его состояние постепенно вернулось в норму, а мучительное выражение на его лице также исчезло. Он продолжал не обращать внимания на свое внутреннее состояние, и священная ось мантры за его спиной по его воле быстро вращалась, в то время как руны до времени на оси также ярко светились. Полдня спустя Хань Ли открыл глаза и выплюнул полный рот крови, а его лицо стало чрезвычайно бледным. Выпив 2 капли духовной жидкости подряд, он лучше постиг силу времени, но она снова оставалась вне его досягаемости. Возможно, еще одна капля все исправит. Однако перед этим ему нужно было залечить свои раны, и, подумав об этом, он принял еще одну пилюлю, прежде чем закрыть глаза, чтобы медитировать. Слой лазурного света появился над его телом, и его цвет лица постепенно начал улучшаться, а порезы на его теле быстро зажили. Месяц спустя Хань Ли взял флакон контролирующего небеса и обнаружил, что внутри него перекатывается еще одна капля духовной жидкости. Он глубоко вздохнул, и на его лице появилось серьезное выражение, и, как и в прошлый раз, он залпом выпил неразбавленную каплю духовной жидкости. Внутри его тела раздалось еще больше тресков и щелчков, и он принял ту же установку, что и в прошлый раз, вызвав свою священную ось мантры и держа в руках пару камней бессмертного происхождения, чтобы пополнить свою бессмертную духовную силу. Время шло, и из оси начали вырываться вспышки силы закона времени, и она также начала вращаться все быстрее и быстрее, в то время как исходящий от нее золотой свет становился все ярче. Глаза Хань Ли были плотно закрыты, и он непрерывно складывал печати. Золотой свет, исходящий от его тела, непрерывно пульсировал, и если бы кто-то присмотрелся, то обнаружил бы, что золотой свет образован бесчисленными крошечными золотыми рунами, похожими на палящее пламя. 24 руны до времени дрожали, а золотое пламя становилось все ярче и ярче, как будто вот-вот сольется воедино, но как раз в этот момент золотой свет, исходящий от священной оси мантры, внезапно начал мерцать, и ее вращение замедлилось. В то же время на ее поверхности начали появляться трещины, и руны до времени также снова успокоились. Друзья, вот эти главы — прорыв на грани смерти. Хань Ли выходит из 200-летнего уединения с усовершенствованными 72 зелеными бамбуковыми мечами, которые стали продолжением тела, и прорывом на среднюю стадию истинного бессмертного с открытием 12-й точки. Сразу тестирует силы в бою, спасает учеников от девятиголового змея-демона, замедляя его время священной осью мантры до 1/10 скорости, и использует реальный бой как лабораторию для постижения высшего закона времени. Обычные методы не работают, так что он рискует всем, пьет таинственную зеленую жидкость из флакона контролирующего небеса.
Оставляет духу-помощнику артефакты с приказом найти Наньгун Ван на случай смерти. Меридианы рвутся и исцеляются 1000 раз в секунду. Тело трескается, льется кровь, но 24 руны Дао времени пылают золотым пламенем. И вот кульминация. Золотой свет меркнет, на священной оси появляются трещины, прорыв или катастрофа. Готовлю следующие главы. Увидимся!